Ты заходишь в кабину и нажимаешь кнопку. Между тобой и дном шахты стальной трос. Ты его никогда не видел. Ты не знаешь, сколько ему лет, кто его проверял и проверял ли вообще. И где-то в голове сидит одна и та же картинка. Трос лопается, кабина летит вниз. Так вот, эту картинку проверяли. По-настоящему, на публике, с людьми внутри кабины. Трос рубили топором. Кабина проседала на пару сантиметров и вставала намертво. И держал ее в этот момент не второй трос, не мотор, не электричество. Держало то, что включилось от самого обрыва. Это и есть главная странность лифта. Обычную машину авария ломает, а здесь авария – это то, что запускает защиту. Чем быстрее кабина пошла вниз, тем сильнее ее зажимает. Сегодня разберем, как это устроено, и заодно выясним, чего в лифте действительно стоит бояться, потому что боимся мы, как обычно, не того. Любая техника вокруг тебя держится на прочности. Мост стоит, потому что балка выдерживает. Кран поднимает груз, потому что трос рассчитан с запасом. Сломалось, значит, чего-то не хватило прочности. Логика простая. Чтобы не упало, надо сделать покрепче. С лифтом эта логика не работает. Можно взять тросы втрое толще. Можно поставить их не 4, а 8. Это уменьшит вероятность обрыва, но не уберет ее. А главное, не ответит на другой вопрос. Что будет после обрыва? Прочность работает, пока все цело. Как только что-то порвалось, прочность уже ни при чем. Поэтому в лифте задача поставлена иначе. Не сделать так, чтобы не оборвалось, а сделать так, чтобы обрыв ничего не решал. И вот тут начинается то, ради чего стоит смотреть дальше, потому что первая же попытка это сделать проваливается. Давай честно попробуем защитить кабину. По очереди отнимем у нее то, на что обычно надеются. Первое. Поставим датчик. Он следит за скоростью и, если кабина разогналась, дает команду тормозить. А теперь представь аварию. Что происходит в здании во время серьезной аварии? Пропадает электричество. Датчик мертв. Команду отдавать нечем и некому. Защита кабин ток в аварии не работает. А авария – это ровно тот момент, когда она нужна. Второе. Поставим второй трос. И третий. Пусть каждый держит кабину в одиночку. Это работает, и так и делают. Но тросы висят рядом, в одной шахте, крепятся к одной балке и стареют одновременно. Все, что убьет один, скорее всего доберется и до остальных. Пожар, удар, кривой монтаж. Резерв помогает от случайности. От общей причины он не помогает. Третье. Тормоз на моторе. Он есть в каждом лифте и держит кабину, когда она стоит. Но подумай, где он находится. Наверху, в машинном помещении. И хватает он не кабину, а вал мотора. Через тот же самый трос. Оборвался трос, и тормоз держит пустоту. Он честно зажат, только между ним и кабиной больше ничего нет. Смотри, что получается. Электроника отваливается вместе со светом. Запасные тросы уязвимы к тому же, что и основной. Тормоз мотора привязан к тросу, который мы только что потеряли. Каждая защита опирается на то, что в аварии как раз и ломается. Значит, нужна такая, которая ни от чего не зависит. Ни от тока, ни от команды, ни от целости троса. Она должна включаться сама от самого факта падения. Звучит как желание, но это работает уже 170 лет. Начну с вещи, которую ты трогал сегодня. Ремень безопасности в машине. Потяни его медленно, он вытягивается свободно. Дерни резко, он мгновенно заедает и не дает ни сантиметра. Никто не нажимал кнопку, ремню не подавали ток, он заклинил от твоего же рывка. Чем резче ты дернул, тем надежнее он встал. В лифте стоит ровно такая штука, только размером с человека и рассчитанная на тонны. Называется она ограничитель скорости. Дальше буду говорить просто. Сторож. Сторож висит в шахте отдельно от кабины и следит только за одним – за скоростью. К кабине от него идет свой собственный трос, тонкий, он ничего не держит и никуда не тянет. Он просто едет вместе с кабиной вверх и вниз и крутит колесо сторожа. Пока лифт едет нормально, колесо крутится и ничего не происходит. Теперь роняем кабину. Кабина разгоняется, трос сторожа бежит быстрее, колесо раскручивается. Внутри у него грузики на шарнирах. Когда колесо крутится быстро, грузики расходятся в стороны, так же как разлетаются руки, если раскрутиться на месте. Разошлись достаточно далеко и цепляют защелку. Зажим захлопывается и останавливает трос сторожа. И вот здесь самое красивое. Трос стоит, кабина летит дальше, а трос к ней привязан. То есть кабина сама, своим падением, выдергивает рычаг у себя на крыше. Никто ей эту команду не давал, она дала ее себе. Рычаг тянет ловители, два стальных клина по бокам кабины.
Клинья идут вверх по наклонной и упираются в направляющие, те самые рельсы, по которым кабина ездит в шахте. И дальше работает то, что делает всю конструкцию неубиваемой. Клин затягивается сам. Чем сильнее кабина рвется вниз, тем глубже он лезет в паз, тем крепче сжимает рельс. Падение само себя душит. Как клин под дверью. Чем сильнее дверь давит, тем прочнее он сидит. Пара цифр, чтобы понимать масштаб. Сторож просыпается не сразу, а когда кабина превысит норму примерно на 15%. Это защита от ложных срабатываний. Лифт не должен вставать колом от каждого рывка. Клинья с двух сторон обязаны схватить рельсы одновременно. Если один опоздает, кабину перекосит и заклинит боком, а тормозить будет одна сторона вместо двух. Поэтому их не просто ставят парой, а связывают жесткой тягой, так чтобы сработать по отдельности они физически не могли. А тросов, на которых висит кабина, обычно 4 или больше, и по нормам их общая прочность должна быть минимум в 12 раз больше, чем вес, который на них висит. И последнее, из-за чего у меня к этой конструкции личное уважение. Тормоз на моторе прижат пружиной, а электричество его не включает, оно его разжимает. Пока есть ток, тормоз отпущен и лифт едет. Пропал ток, пружина сжимается и тормоз хватает сама. То есть обесточить лифт нельзя, обесточивание — это и есть команда стоять. И на самом дне шахты под кабиной стоит последний рубеж – буфера, толстые пружины или гидравлические стойки, задача которых – погасить удар, если кабина все-таки дошла до низа. Они не спасают от падения с высоты, у них другая работа – принять кабину, если она проехала нижний этаж, и сделать это плавно, а не как встреча с бетоном. Обрати внимание на порядок. Сначала лифту не дают разогнаться. Если разогнался, его хватают клинья. Если и это не сработало, внизу ждут буфера. 3 независимых рубежа, и ни один не спрашивает электричества. Кстати, «А почему не сделать один трос потолще?» Так когда-то и делали, и именно поэтому подъемники падали. Один толстый трос – это одна точка отказа, и увидеть его износ снаружи почти нельзя. Несколько тонких изнашиваются по-разному, рвутся по одному, и каждый следующий дает время заметить. Здесь моя первая оценка, и я ее не скрываю. Я считаю это одним из самых честных инженерных решений в бытовой технике вообще. Ни одна часть этой цепочки не спрашивает разрешения. Ни электроники, ни программы, ни человека. Все держится на пружине, грузиках и клине, на вещах, которые нельзя выключить, потому что выключать в них нечего. Все это придумали не вчера. В 1850-х годах грузовые подъемники на фабриках падали регулярно. Трос перетирался, платформа шла вниз, и внизу это заканчивалось плохо. Никто не считал это решаемой задачей. Трос рвется, что тут сделаешь? Механик по имени Элиша Отис задачу переформулировал. Не «как сделать трос крепче», а «что должно произойти в момент обрыву». Он поставил на платформу распорку с пружиной. Пока трос натянут, он держит пружину сжатой. Обрывается трос, натяжение исчезает, пружина распрямляется и вгоняет упоры в зубчатые рейки по бокам шахты. Та же идея, что и сегодня. Рабочим состоянием считается натянутый трос, а его исчезновение – это уже сигнал. Продать это никто не мог. Заказчики кивали и не верили. И в мае 1854 года на выставке в Нью-Йорке Отис сделал то, что решило вопрос за один день. Он поднялся на платформе высоко над толпой, встал на нее сам и приказал помощнику перерубить трос. Платформа просела на несколько сантиметров и остановилась, с ним на борту. Через 3 года, в 1857-м, в универмаге на Бродвее заработал первый пассажирский лифт с этой защитой. И тут стоит остановиться на секунду. Города, в которых мы живем, с этого и начались. Пока подъемнику нельзя было доверять, выше 5-6 этажей строить не имело смысла. Наверх никто не пошел бы. Небоскребы придумал не архитектор. Их разрешил механик, который встал под собственный трос. Теперь честно про то, где это все-таки не сработало. 28 июля 1945 года, Нью-Йорк, густой туман. Военный бомбардировщик сбивается с курса и врезается в Empire State Building между 78 и 79 этажами. В одной из кабин находится лифтерша Бетти Лу Оливер, 20 лет. Двигатель самолета уходит в шахту лифта и перерубает тросы над кабиной. Почему при этом не сработали ловители? В разборах случая честного ответа нет, и я его придумывать не буду. Скажу то, что понятно и так. Вся наша схема держится на том, что шахта цела. Сторож следит за скоростью через свой отдельный трос, клинья хватают направляющие рельсы. Если по шахте прошелся авиационный двигатель, в целом там не остается ничего, и хвататься клиньям может быть уже не за что. Ни одна защита в мире не рассчитана на то, что в нее врежется бомбардировщик. Кабина уходит вниз с 75-го этажа, около 300 метров. Она выжила. И вот почему. Потому что это тоже инженерия, а не чудо.
Оборванные тросы, а это сотни метров тяжелой стали, рухнули в шахту первыми и легли на дне грудой. Кабина упала не на бетон, а на них. Плюс воздух. Шахта узкая, кабина идет в ней почти как поршень, и воздух под ней не успевает уходить, а сжимается и тормозит. Ее достали из-под обломков живой. Это до сих пор рекорд Гиннесса. Самое долгое падение в лифте, которое пережил человек. Что мы из этого забираем? Защита у лифта не одна, а цепочка. И у цепочки есть слабое звено. Сторожу нужен целый трос. Обычная авария его не трогает. Самолет тронул. И есть целый класс лифтов, к которым весь наш разговор почти не относится. Невысокие дома, 3-4 этажа. Там часто стоит не трос с мотором, а гидравлика. Кабину снизу толкает шток, как поршень в шприце, и никакого троса над ней нет вообще. Такой лифт не может упасть по определению, там нечему обрываться. Его отказ выглядит иначе. Если из системы уходит масло, кабина не падает, а медленно оседает вниз. Неприятно, страшновато, но это не падение, а спуск. Я говорю об этом потому, что лифт — это не одна машина. Твой страх, скорее всего, вообще не про тот лифт, в котором ты каждый день ездишь. Второй предел скучнее и ближе к тебе — обслуживание. Клинья ловителей должны быть чистыми и подвижными. Сторож обязан проверяться и срабатывать на нужной скорости. Все это железо, оно ржавеет и закисает. Механизм, который 100 лет не трогали, это не защита, а ее изображение. Вторая оценка, и я ее отделяю от фактов. На мой взгляд, самое опасное в лифтах давно уже не конструкция. Конструкцию закрыли в 19 веке. Опасна экономия на проверках, там, где расписание превращается в бумажку. Я не показываю пальцем на конкретные компании, у меня нет их актов, но подход, при котором обслуживание считается статьей расходов, а не частью механизма, я считаю ошибкой. А теперь цифры, ради которых стоило все это разбирать. В Соединенных Штатах лифты делают около 18 миллиардов поездок в год. 18 миллиардов. На это приходится примерно 27 смертей в год. Прикинь пропорцию. Каждый раз, когда ты волнуешься в кабине, ты волнуешься о событии, которое случается один раз на сотни миллионов поездок. Но интереснее не сколько, а кто и как. Около половины погибших не пассажиры. Это рабочие, монтажники, ремонтники, обслуживание. Люди, которые находятся в шахте или на крыше кабины по работе. А главная причина смертей, больше половины, падение человека в шахту. Не падение кабины с человеком. Падение человека в открытый проем, когда двери открыты, а кабины за ними нет. Останови на секунду и сопоставь. Мы боимся, что кабина оборвется и полетит вниз вместе с нами. Это почти невозможно, и над этим 1,5 века работали. А убивает открытая дверь, за которой пусто, то есть ровно та ситуация, в которой человек шагает вперед сам. Страх у нас настоящий, он просто смотрит не туда. Соберем все вместе. Лифт устроен не по правилу «сделай покрепче». Он устроен по правилу «пусть поломка сама себя останавливает». Оборвался трос, исчезло натяжение, и это уже команда. Разогналась кабина, раскрутило колесо, и это уже команда. Пропал ток, разжалась пружина, и это тоже команда. В такой системе нечего выключать, она не выполняет приказы, она реагирует на физику. И знаешь, что мне кажется самым важным во всей этой истории? Задача была решена в 1854 году, публично, с человеком под топором при свидетелях. С тех пор механизм стал точнее, но принцип не изменился ни на грамм, а страх остался прежним. 1,5 века спустя человек заходит в кабину и косится на потолок. Третья оценка, последняя. Я считаю, что это тоже недоработка инженеров, хотя обычно так не говорят. Механизм — это половина работы. Вторая половина — объяснить его тому, кто им пользуется. Пока этого не сделано, у нас будут идеально безопасные машины, которых люди боятся, и по-настоящему опасные места, которых не боится никто. Собственно, поэтому мы этот канал и делаем. Вопрос к тебе. Ты боялся лифта до этого ролика? И изменилось ли что-нибудь сейчас, когда ты знаешь, как он устроен? Напиши, что чувствуешь, когда заходишь в кабину. Это была «Механика мира». Подпишись, чтобы не пропустить следующий разбор.